Ну что, всем привет, кто меня смотрит в прямом эфире, и привет тем, кто будет смотреть мой вебинар о выборе цвета для бровей в записи. Я Елена Нечаева, производитель лучших, на мой взгляд, пигментов для перманентного макияжа. Мы делаем гибридные пигменты, их продаем уже много лет, и мы недавно запустили полное производство полного цикла от сухого порошка и до конечного наших чудесных минералов. И сегодня я вам расскажу, как подбирать цвет под определенную внешность человека. Потому что эти вопросы, мы сделали приложение, у меня очень много обучающих видео, но все равно постоянно эти вопросы у нас в чате висят, а как выбрать цвет, а как подобрать, а на что смотреть. И сегодня все я расскажу, все, что знаю, я подготовила интересный довольно-таки, на мой взгляд, вебинар. Пишите вопросы, я их буду периодически зачитывать, надеюсь, они будут интересными. Итак, поехали. Первый слайд, пожалуйста. Фототип по Фицпатрику или цветотип. Вообще, что такое фототип Фицпатрика и что такое цветотип? В чем разница и в каких случаях мы должны их использовать? Уже неоднократно я, конечно, рассказывала об этом, но сегодня я вот прям остановлюсь поподробнее. Фототип – это уровень реагирования кожи на ультрафиолетовые лучи, то есть на солнечный свет, и он выражается в пигментации. Этот показатель является врожденным и не меняется в течение всей жизни, даже под воздействием сильнейших факторов каких-то извне. Биологическая основа фототипа кожи человека выступает уровень реакции меланоцитов, то есть клеток, отвечающих за выработку меланина. Этот природный краситель участвует в образовании загара, родинок и веснушек. Также от количества и плотности распределения меланина в радужной оболочке глаз зависит их цвет. Я вам зачитала, потому что своими словами я, может, более коряво сказала. Что такое цветотип? То есть, кстати, вот фототип – это вот эта картинка. Мне нужен слайд. Их миллион в интернете, вы можете сами их найти, посмотреть, изучить, безусловно. То есть от самой белой, как алебастр кожи, до самой черной. Вот именно это распределение цвета меланина в волосах, в коже, в глазах, в родинках, в организме человека разделено условно на 6 примерно. Естественно, нету абсолютно каких-то прям четких характеристик, но вот примерно на 6 типов. И сегодня мы по ним пробежимся. Ой, сейчас я отсюда выйду. Что такое цветотип? Мы часто опираемся на цветотип в выборе декоративного макияжа, одежды. Даже, не знаю, некоторые люди себя окружают вещами, если есть такая возможность, и там дизайн делают, чтобы в этом дизайне квартиры выглядеть красиво. Потому что, допустим, мне совершенно не идут синие, фиолетовые, глубокие цвета, хотя я обожаю на них смотреть, это мои любимые цвета, но я не имею одежды такого цвета. То есть, что такое цветотип? Это совокупность определенных признаков внешности человека в зависимости от его цвета, волос, кожи и глаз. Исходя из этого можно подбирать персональные цвета при выборе одежды или оттенков косметики. Ну, это то, о чем я сказала. То есть это два совершенно разных параметра, на которые мы опираемся в работе. И я считаю, что на Фицпатрик мы должны ориентироваться в основном при выборе краски для бровей, потому что напрямую на нее, кроме некоторых еще каких-то факторов, о которых мы поговорим, влияет цвет кожи, который лежит над краской, которую мы имплантируем в кожу. Цветотип, на него мы должны ориентироваться в единственном, это в выборе цвета для губ. Естественно, тоже с учетом цвета кожи, который ляжет сверху перманентного макияжа губ, но цвет губ напрямую влияет, то есть помада может идти или не идти человеку. То есть реально холодному цветотипу, вот видите, здесь перед вами картинка, мне нужна картинка, есть, да? Есть такой ярко выраженный холодный цветотип зима, и если этому цветотипу на губы нанести какую-то морковную помаду, это будет некрасиво, это не будет сочетаться совершенно. И, соответственно, много таких характеристик по отношению к другим цветотипам: лето, осень, зима. Есть еще промежуточный также между ними, когда идет или не идет, делает красивее. То есть бывает, вы наверняка такое видели, когда помада делает некрасивым цвет зубов и кожи вокруг себя. Ну, то есть выбирать цвет губ нужно в соответствии с цветотипом, но опираясь на цвет тоже немного, который сверху ляжет. Потому что сами понимаете, что
Губы тоже бывают разных цветов, и, естественно, тоже идет искажение цвета. Обязательные характеристики, еще раз напомню, брови сверху, когда лежит слой кожи, разного цвета, разной глубины может быть внесен, на разную глубину может быть внесен пигмент, и это все влияет на цвет, который мы выбираем при выборе краски для бровей, ну, пигментов для бровей. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Мне нужно... так, разница между минералами и гибридами. У меня следующий слайд. Нет, пока что вернусь назад. Мне нужны фотографии. Смотрите, специально для этого вебинара я нарисовала... ладно, не только для этого вебинара. Еще у меня задача стояла, чтобы были растяжки не в виде животных миленьких, которых я рисовала и которые висят у меня в офисе, а чтобы это было в виде бровей, чтобы люди могли клиентам показывать, как выглядит цвет. И сейчас я покажу. И я уже выставила, в принципе, у себя в телеграм-канале. Так, у меня хорошо все там видно, да. Я у себя выставила в телеграм-канале уже эту фотку, но потом мы разошлем ее в виде уже оформленного красивого каталога с названиями пигментов всем мастерам, которые этого пожелают, и будем в дальнейшем отправлять в электронном виде, распечатайте или прям в телефоне или в планшете показывайте. Итак, посмотрите, вот это у нас, например, гибридные пигменты. Я рядом нарисовала номера, сейчас так чуть-чуть уменьшу, что ли, чтобы было видно номер. Так, Юрий, вот там у меня, когда я показываю, видно ли номер? То есть, наверное, надо меня уменьшить все-таки, чтобы было лучше видно, потому что номера важны. Короче, посмотрите, насколько сильно отличается вот 101 цвет, очень любимый многими мастерами, в прозрачном нанесении и в насыщенном нанесении. Это как будто два разных цвета, как будто я поработала желтеньким и тут же еще и взяла какой-то темный коричневый цвет. Посмотрите, еще сильнее отличается холодный русый, да, то есть эти краски, это гибриды, это очень концентрированные краски, которые можно растереть от полупрозрачного, совершенно теплого на самом деле оттенка и до самого темного, который смотрится практически черным. И вот они все перед вами, эти цвета. Так, что там у нас? Я должна стать маленькой, чтобы видно было хорошо. Всем малюсенькой. Вот, да. Перед вами эти цвета в большом увеличении. И вот все не спеша просмотрите. Если вы работаете нашими красками, то вы знаете название цветов. Дальше вот 401, это уже идет корректор. И... Сейчас следующий слайд я покажу, другая серия бровей. Вот здесь у нас уже пошли минералы. Минералы немножко по-другому выглядят в растяжке, но тоже видно, что от светлого к темному есть градация довольно сильная. Виден подтон у каждого цвета, видно, в принципе, каким он может быть при прозрачном нанесении, при очень темном нанесении. И я сейчас покажу. Так, мы дошли, тут у нас тоже внизу идут корректоры. Вот так вот, чтобы все было видно. Да, это я уже показывала. И сегодня, кто смотрел меня в Инстаграм, видели, да? Так, сейчас меня надо большой сделать. Как я мучилась на вот эти рисунки бровей. Я нанесла очень тонким слоем специальный протезный желатин, который имитирует кожу. Вы помните, я с ним игралась, прикалывалась. Я сейчас покажу еще их увеличенными, просто чтобы вы видели, насколько тонкий слой на самом деле, что практически блестит, но практически не выделяется на бумаге. Потому что я сначала создала такие пласты, очень тоненькие, причем от тонкого к толстому, положила, вообще нифига не видно, то есть он такой прям плотный по цвету. И мне пришлось кисточкой мазать, чтобы у меня получились вот эти вот градиенты. Так, теперь у меня появляется мой слайд. Все хорошо? Вот он как-то там съехал. Да. Так, смотрите. Вот как изменяется цвет. Вот перед вами опять 101, он у меня немножко перевернутый, 101 и 102, это русые оттенки. Мы дальше пройдем еще, все просмотрим, но обратите внимание, что цвет начинает становиться каким-то жухлым, слегка размытым и каким-то холодным. Причем я сейчас вам покажу много слайдов в разном освещении. Причем там, где он нанесен прозрачно, под слоем вот этой имитации кожи, он выглядит все равно теплым. Понимаете, да? У меня есть вебинар о колористике, где я тоже подробно говорила, накладывала пласты прозрачного силикона сверху красок. И когда у вас яркое, насыщенное пятно, то оно через кожу выглядит
максимально холодным. Если у вас что-то размытое, то сквозь слой кожи это будет выглядеть гораздо более теплым. Я буду сейчас по очереди открывать слайды. Смотрите, чем темнее цвет, тем глуше и холоднее выглядит оттенок. Именно поэтому я создала цвета двух тонов. Каждый цвет у меня идет русый теплый, русый холодный, каштан теплый, каштан холодный, потому что пигмент мы вносим на разную глубину, и его цвет, сами понимаете, зависит от переломления вот этого эффекта Тиндаля и, конечно, от мастера, который на эту другую глубину внес пигмент. Есть люди, которые работают очень поверхностно, где пигмент остается в слое кожи, где идет минимальное искажение. Есть мастера все-таки с тяжелой рукой. Это не хорошо и не плохо, просто мы все разные. Есть очень толстые, очень такие плотные кожи, которые сильно искажают пигмент. Есть тоненькие или нормальные кожи, которые почти не искажают пигмент. И вот здесь вот очень хорошо видно, на мой взгляд, что в самом начале, вот где головка брови нарисованная, там нет желатина, потом дальше идет тонкий слой, там вообще практически нет искажения, и там, где толстый слой, уже какая-то муть идет. И сейчас, так, интересно, листать не получится эти фотки, буду по очереди открывать. А вот смотрите, на темном вообще получается он такой какой-то мрачный. И тут очень интересно получилось, ну мы все пройдем сейчас. Так. Это 900. Так, это у меня минералы. То есть минералы меняются. Чудес не бывает. Минералы все-таки ложатся немножко по-другому, выглядят немножко по-другому. В процесс внесения немножко другой. Мы говорили об этом подробно на вебинаре с нашим химиком, с Ириной Барановой. Вы можете посмотреть его. Он будет где-то здесь по ссылке пройти, если не видели. Но, тем не менее, минералами также можно прекрасно заглубиться, создать такой же сизый оттенок, просто все-таки это немножко сложнее сделать, чем гибридами. Поэтому я, конечно, все вам тут покажу цвета, и в том числе и гибриды, и в том числе и минералы. Вот здесь тоже очень хорошо видно, как меняется под слоем желатина цвет. И видно, что очень теплый цвет, вот этот вот 902, он все равно остается теплым и съедобным, в отличие от холодных оттенков. Ну, то есть понимаете, да, почему у нас самые популярные это все-таки теплые оттенки? Потому что, ну, единичкой в кожу глубже провалиться гораздо проще, и все мастера работают, наверное, 99% мастеров работают единичками, и так или иначе, особенно на каких-то ярких, плотных растушевках или волосках, мастер может провалиться глубже. И вот тут вот интересно выглядят корректоры под слоем желатина. Где-то даже, вот смотрите, коричневым выглядит, хотя это очень теплый, видите, да, вообще без коричневого оттенок, такой красного цвета. Поэтому, ну, по мне так это очень показательно, особенно когда присылают какие-то пятна на губах и говорят, что произошло, это синяки или что это. То есть губные пигменты при глубоком внесении очень, они тоже выглядят некрасиво, искажаются, неэстетично, фиолетово-коричневые цвета появляются. Так, сейчас... Вот здесь, вот смотрите, 905 это самый темный брюнет наш, и он, конечно, вот в этом освещении тоже выглядит глухо, и как бы цвет не читается. И сейчас еще я покажу. Так, 102, 103, 104, ладно, это я уже показывала. Я обязательно в Телеграм выложу еще в хорошем качестве фотографии, чтобы вы могли порассматривать их. Так, и вот здесь вот в разном другом освещении тоже... Ну, видно, что оттенок искажен. Вот кстати, наверняка многие из вас замечали, что иногда цвет бровей кажется странным, фиолетоватым, а в другом освещении вроде бы нормально все. То есть свет, проходя сквозь кожу, отталкиваясь условно от пигмента, который лежит, и заходя к нам в глаз, в зависимости от того, это какой свет, то есть это электричество, или это солнечный дневной свет, или это вечерний размытый свет, каждый раз брови и вообще, в принципе, все цвета выглядят по-разному. И чем более такие странные темные оттенки, тем они будут страннее, холоднее выглядеть. Поэтому вы должны это понимать и на это ориентироваться. Так, вот здесь очень хорошо видно, смотрите, здесь я на солнце вытащила, чтобы сфотографировать, прям, это было дневное обеденное солнце, и красный цвет выглядит, ну, прям коричневым. У меня не получилось сфотографировать так, чтобы было видно сизость, потому что ее вот прям я вижу. Вот если, я не знаю, получится, нет, в этом свете, например, или будет бликовать, но прям есть на некоторых бровях синева аж. То есть это, к сожалению, не смог передать телефон.
Вживую это смотрится прям гораздо круче и как бы показательней. Может быть, надо было выставлять баланс белого или что-то такое. Ну, то есть я еще раз заостряю ваше внимание, мастера, что чем глубже лежит пигмент, тем холоднее и хуже выглядит его цвет. Поэтому все учатся работать не травматично, не глубоко, но не у всех получается. И вы должны понимать, что винить в этом можно только, ну, не знаю, себя, потому что глубоко положили пигмент, или неправильный оттенок выбрали. В вашем случае, если вы работаете грубо и глубоко, то неправильно выбрал оттенок, это значит, что взял более холодный, чем мог бы. Поэтому еще раз, два типа пигментов, чтобы выбрать. А если прозрачная растушевка, или если плотная растушевка, если перед вами толстая кожа или тонкая кожа. Сейчас подробно об этом поговорим. Дальше с фотографиями тоже. Так, разница... Значит, так это было. Так, ну вот теперь уже можно разницу между минералами и гибридами. Следующий слайд. Внешний вид каждого цвета, минералов и гибридов. Сейчас мы перейдем к фотографиям. Просто я вам покажу, как выглядят цвета на фото и на видео. Тут много цветов и заживших, и свежих я буду показывать. Это перед вами теплый русый цвет. То есть, чтобы вы понимали, что один и тот же пигмент на куче разных кож будет выглядеть по-разному. Понимаете, да? Вот здесь, кстати, заодно я буду обсуждать кожи. Вот здесь вот такая толстая, пористая кожа. Понимаете, да, как это проверять? То есть это защип, это внешний вид, это морщинки, это какие-то поры расширенные. Ну, я думаю, каждый мастер должен научиться определять тип кожи, чтобы выбирать правильно пигмент. Это свежий теплый русый. Это... У нас тоже свежий теплый русый. То есть и свежий, и в зависимости от освещения, и в зависимости от, не знаю, камеры, самой кожи. И свежие, и зажившие цвета выглядят всегда по-разному. Вот здесь, смотрите, он довольно прохладно выглядит. То есть это не значит, что это плохо. Это факт просто, что цвет немного меняется в коже. Причем, возможно, это даже обновление, потому что выглядит совсем прозрачно. Вот здесь он выглядит прям очень теплым, видите, да, какой прекрасный теплый оттенок. Самый, наверное, благополучный спустя 2-3 года носки цвет – это действительно теплый русый. Им можно делать огромному диапазону людей брови. То есть в зависимости от того, насколько плотно вы внесли этот цвет, он будет выглядеть у всех по-разному и носиться будет по-разному. Так, вот смотрите, вот это, например, кожа. Посмотрите, какая она. Поры не расширенные, она тоненькая. То есть это прям кожа идеальная для волосков в идеале, да. Я чуть дальше скажу, как на какой коже работать, прямо опираясь на фотографии. Просто сейчас мы должны заодно понять, как выглядят... Так, до процедуры. Такие коллажи вообще люблю. У нас есть Элиза Токтополова, наш амбассадор, которая делает постоянно такие классные коллажи. Они для клиентов классные, и для мастеров, и для меня тоже, потому что я вижу, как идеально заживает цвет и как он выглядит. Люблю такие коллажи, они очень показательные. Так, едем дальше. Очень-очень по-разному выглядит цвет. Видите, его даже применяют иногда для очень темных людей, потому что теплым русом, если прям плотно и глубоко, естественно, если плотно поработать, можно им не делать. И даже иногда я делала волоски на каких-то темных, почти брюнетах людях, то есть удивительный цвет. Мне писали, иногда мастера пишут такие, знаете, вещи, они говорят... Такой странный, такой прекрасный цвет, он как будто встраивается в кожу. Но на самом деле каждый цвет встраивается, потому что он меняется в зависимости от тона кожи и техники работы. Поэтому, но он не меняется по сути. То есть если его оттуда достать и размазать на бумажке, то это будет все тот же теплый русый цвет. Просто в зависимости от вот этих характеристик. Толщина кожи, глубина внесения, цвет кожи, освещение. Видите, да? И на холодных, и на теплых, и на темных. На нем он очень универсальный, на нем им можно работать на огромном количестве всевозможных людей. Но все-таки у него желтая основа, и все-таки это русый цвет, и больше он подходит, конечно, таким вот русоволосым барышням.
Вот, очень красиво заживший. Так, едем дальше. Так, я сейчас гляну, что это у нас холодный русый, чтобы не перепутать. Так, вот так он выглядит свежим, да? Достаточно теплый. Но все цвета, в принципе, до того, как их внесли в кожу, выглядят гораздо теплее, плюс некая краснота на коже от, вот, смотрите, от травматизации. Получается, это до, сразу после и заживший. Появляется такая благородная холодность после заживления. Сразу после этот цвет выглядит, ну, довольно теплым. Вы должны быть к этому готовы. Так, едем дальше. Вот здесь прям такая вот серинка проявляется. То есть это какой-то очень старый коллаж, еще из реброми вытащенные. У меня девочки искали, я дала задачу найти каждый цвет. Они взрывали себе голову. Вот, но вы должны понимать. Так, дальше у нас идет каштан. Как выглядит каждый цвет. Посмотрите, вот этой девушке, например, первое, что я бы сделала, это взяла бы русый цвет. Но мастер взял каштан, и неплотно положенный каштан выглядит вполне себе съедобно и для русой девушки. Можно, естественно, и мешать между собой цвета. Вообще без проблем, чтобы добиваться каких-то вот таких полутонов. Но я вот люблю, когда работают мастера чистым цветом. Так, Катерина Королевишна, наш амбассадор. Ну, очень много нам... Кстати, я в описании к этому видео дам имена амбассадоров, которые работы свои давали. Вы можете идти, смотреть на их работы. Многие из них обучающие мастера, как, например, вот Катерина Королевишна или Саша Кузнецова. Зарина Хаитова не учит, хотя шикарный мастер, и я думаю, рано или поздно начнет это делать. Так, что это у нас тут? Брюнет. Брюнет. Можно его сделать практически черным на коже. Можно его класть полупрозрачно, и он будет прекрасным светло-коричневым цветом. Опять от плотности, глубины внесения. Так, волоски сделаны брюнетом, посмотрите. То есть, если полупрозрачно уложенный, он такой достаточно светло-коричневый оттенок. Но у него огромный потенциал, потому что когда пишут, говорят, посмотрите, цвет слишком светлый. Я говорю, вы не использовали потенциал этого цвета для того, чтобы как бы понять, насколько он яркий. Вот здесь я, кстати, прокрасила бы чуть плотнее, потому что когда на свежей работе волоски выделяются, это значит немножко, ну, не будет хватать. Ну, в принципе, вот здесь, когда волоски вот так хорошо распределены по брови, они собой создают еще и форму, и тоже определенно влияют на цвет, и получается, что помогают пигменту, даже если он... Так, здесь у нас, что это, наверное, Саша Кузнецова, узнаю ее работу. Получается, здесь у нас зажившие, а здесь у нас свежие. Походу, там торчит старый хвост, да? Да, точно, старый холодный хвост в сторону. Иногда мастера так делают, вы можете создать красивую новую форму и потом уже частично удалять какие-то остатки ремувером. Вот это, походу, веснушка впереди. А вот здесь вот у нас некую сизость придает интересная работа, то есть... Когда человеку уже не вмоготу просто ходить с какими-то жуткими бровями, можно таким образом делать, когда лазер и ремувер уже не помогают, либо хочется нормальных бровей. Так, это заживший, это свежий. Так, что мы брюнет обсуждаем? Вот, знаете, если бы, ну, для меня собирали... Ну, мастера, да, они присылали свои работы. Я иногда смотрю, я даже не могу цвет определить, потому что, еще раз, в зависимости от того, как он внесен, как плотно он внесен, он выглядит абсолютно по-разному. Ну, какие волосатые брови. Так, здесь у нас что? Здесь у нас красота неописуемая с зажившими, да? Вот, кстати, здесь можно было, судя по темным волосам, вообще очень яркая и контрастная, красивая девушка, ей можно было еще, ну, возможно, это перед коррекцией, еще более насыщенными брови сделать, и ее бы это не испортило. Так, это у нас будет теплый брюнет. Теплый брюнет один из тоже самых продаваемых цветов. Ну, скорее всего, потому что мастера работают чуть глубже, чем хотелось бы, и поэтому нивелируют эту проблему выбором теплого цвета. Не то чтобы это проблема, а это факт. Мы работаем единичками. Кожа очень непредсказуемая. Так, здесь у нас заживший. Прозрачно-прозрачно. Кстати, вот эта вот особенность у теплых цветов. Если вы делаете дымку, она может зажить
очень теплый, слишком теплый, такой цвет не нужен, желтый какой-то, красноватый на лице клиента. Но вот иногда спрашивают, а как же, вот же прозрачная дымка, а она выглядит не теплой. Это зависит от толщины кожи, то есть можно прозрачно уложить пигмент, то есть точки на большом расстоянии друг от друга, но сам вкол он как бы лежит пигмент глубже именно из-за того, что кожа толстая. Или, может быть, у мастера рука тяжелая. Но из-за того, что полупрозрачно раскиданы точки и на большом расстоянии друг от друга, получается, что теплый цвет выглядит все равно прохладным. Понимаете, да? Потому что очень часто мастера путают и говорят, ну посмотрите, как легко я работала, она полупрозрачная. Но как бы глубина внесения и вот эта раскиданность точек – это совершенно разные вещи, и вы должны это понимать. Так, тут тоже ну, это перекрытие. Кстати, вот перекрытие, да, в этом случае это благополучный вариант, потому что, во-первых, перекрывались коричневые брови, во-вторых, они полностью вошли в новую красивую форму, а в-третьих, ну, как бы зажило все прекрасно, и головки даже дымчатые, все отлично получилось. Но очень часто перекрытие все-таки делают. Так, покажись. Она переворачивается сама. Не используя корректор, и это, на мой взгляд, неправильно. Смотрите, видите, какой теплый цвет, теплый каштан. Но после заживления он становится чуть-чуть прохладней, поэтому им можно работать прекрасно. Вот здесь вот тоже хорошо видно. То есть вот здесь, кстати, ну вот смотрите, везде на зажившей работе везде волоски, в принципе, хорошего цвета, но где-то местами чуть-чуть видно холодность, да, то есть там игла провалилась чуть глубже у мастера, это работа Саши, то есть все заглубляются понемножку, и ничего страшного в этом нету, но на волосковых бровях это даже смотрится как бы более реалистично, потому что у нас брови, они пучковатые, цвет падает по-разному, и очень часто вот эти мелкие заглубления там-сям на волосках вполне себе красиво и натурально выглядят. Просто чтобы вы сравнили, какой теплый, насыщенный перед процедурой, и вот эта вот некая такая холодность и дымчатость появляется на зажившем варианте. И каждый раз один и тот же цвет выглядит везде. Нету вообще повторяющихся работ. У всех разный оттенок. Так, вот, причем действительно, потом перейдите в описание, когда будете смотреть, и просто подпишитесь на мастеров, которые скидывали мне эти работы. Очень хорошие мастера, это наши амбассадоры были. Так, это из Лузабара, тоже видите, да? Как меняется оттенок. Так, это зажившие. Перекликается с волосами. Вот здесь тоже, да, если бы я выбирала или приложение выбирала, оно бы предложило русый. Холодным русом такая кожа, видите, она тоненькая, вообще такая без пор расширенных, очень хорошая кожа, и волосы с русым оттенком, с холодным. То есть я бы выбрала, если легкая рука, русый цвет, но мастер выбрала теплый каштан, теплый брюнет, и это тоже выглядит хорошо, потому что оттенок меняется, и все выглядит так. Сейчас я гляну. И все выглядит совсем по-другому после заживления. Так, это что у нас? Теплый каштан. До этого был теплый брюнет. Да, тут много работ. Так, это заживший, это свежий. Просто даже интересно оттенки сравнивать, насколько по-разному так они выглядят. Нет, что-то не хочет открываться. Ну ладно, едем дальше. Сейчас я покажу. Ой, вот здесь что-то такая обработка. Не люблю такие обработанные сильно. И тут уже даже... Так, мне не нравятся такие. Извините, простите, что показала. Настолько вылизанные спустя год и 8 месяцев. То есть вот это получается брюнет спустя год и 8 месяцев. При правильном внесении уходит абсолютно не меняя оттенок. И опять про то, как... Вообще, что такое минералы, что такое гибриды. Я здесь про цвета рассказываю сейчас, а в вебинаре с Ириной Барановой, нашим технологом, мы рассказывали подробно про состав. Смотрите, вот здесь тоже очень хорошая такая работа и сложная. Насколько она сложная в плане, какое было ужасное удаление и, очевидно, очень долгое. Кристина Черненко, спасибо большое за фотографии. Очень хороший мастер, наш амбассадор, обучающий. Можете смело ехать, потому что настолько скрупулезного подхода в работе
Ну, редко встречается, да, такая машина просто, знаете, смотреть приятно. Вот, и, соответственно, чем более стабильный, чем более профессиональный человек, он просто уже там, даже не думая, не отвлекаясь, у нас есть с нею видео, посмотрите обязательно на нашем канале, как она работает. Так, тоже здесь у нас получается свежий и заживший. Прикол. Вот это не мой выбор, это мастера другие, они работают долго с нашими пигментами, и они уже там как-то по-своему выбирают. То есть я, очевидно, здесь бы взяла либо каштан, либо холодный русый вообще, потому что посмотрите, какая такая... Ну и этот цвет смотрится прекрасно. Эта дымка нежнейшая смотрится прекрасно. Так, свежий сразу и заживший. Вот это, конечно, краснота не дает понять, как выглядит. Ну, это это Анжелики работа, заживший, тоже прекрасная дымка. Я ее показывала и перед обновлением. Так, это Королевишна тоже. Насколько разные техники внесения. Видите, какая здесь нежнейшая дымка, и какие бывают иногда такие прямо четкие границы, ярко выраженные пиксели. То есть по-разному совершенно работают амбассадоры. Айгерим, так. И совершенно по-разному выглядит и заживает цвет. Но дальше я скажу, кому, какой и как подбирать. Поэтому сейчас мы просто разглядываем цвет. Так, здесь у нас волоски. Ладно, не буду все показывать. Так, а здесь зажившие они же, видите, да? То есть все волоски на месте. Ну, просто это перед коррекцией. И вот здесь вот засвет на нижней части. Так, и это я вам какой цвет показываю? Это уже пошли минералы. То есть вот это сейчас был для сравнения минерал свежий и заживший. К чему я говорю, что минералами прекрасно можно и волоски рисовать, и заживают они достаточно ярко. Так, здесь у нас что? А здесь немножко грубоватые волоски. Но, кстати, и свои волоски рельефные, и в то же время тоже как бы грубоватые. Поэтому все... Вот здесь, конечно, пустоту стоит заполнить, но мы сейчас говорим о самом цвете. То есть это минеральный пигмент, который... Так, а здесь у нас что? Здесь брови зажившие, да? Это минеральный пигмент, которого многие боятся. Не надо бояться, ложится он отлично, заживает он тоже отлично. Так, это минерал, русый был, и вот это тоже минерал. То есть, ну, иногда даже не отличишь, это гибрид или минерал по насыщенности. Так, это надо глянуть, что у нас тут. Это блондин. Блондин, кстати, да, еще раз покажу его. Смотрите, насколько светлый. Можно сказать, такой желтый цвет. Не знаю, видно, нет? Вот он, где мой палец. Просто, просто, если что, потом отмотайте и посмотрите, когда я показывала растяжку. На самом деле в коже он выглядит, смотрите, насколько красивым, благородным, коричневым цветом. Это блондин минерал. Так, это заживший. Это тоже заживший. То есть он не сказать, что он прям какой-то белесый. Нет. Просто он на растирке выглядит одним образом, а в коже выглядит другим образом. Именно за счет вот этого искажения, когда он под кожей. Сейчас дойдем до конца, и я пойду смотреть, отвечать на вопросы. Так, сейчас гляну, что это за цвет. Каштан. Окей, это получается у нас минеральный каштан. Здесь как-то искажено немножко. Сейчас чихну. Блин, сейчас чихну. Но это не точно. Закидаю соплями в камеру. Блин, вот это подлое ощущение. Так, зажившие волоски, да? Обратите внимание, насколько, ну, как бы четкие, такие же, как и гибридные, в принципе. Это вот они же свежие. Кстати, Саша Кузнецова, она тоже работала очень долго, много лет гибридами, теперь переходит на минералы, как и многие. Говорит, что
как-то по-другому немножко ложатся, как будто многие из вас, кто работает в волосках, замечали, что гибридами они как будто с пунктиром иногда ложатся. Ярко, вообще пусто, ярко, пусто. Иногда вот такое случается из-за пор или из-за, не знаю, техники внесения, но такое и у меня бывало. А минералы ложатся более стабильной полосой, если это волосковая техника. И они как бы чуть больше подплывают, когда это растушевка. То есть есть особенности внесения, безусловно, и разница поведения между минералами и гибридами. Но в насыщенности, во всяком случае, текущие наши минералы, они не уступают практически вообще ничем гибридам. Так, это у нас что? Минерал, цвет, каштан. Посмотрите, плотная какая работа. То есть можно по-разному укладывать. И это у нас тоже волоски, сделаны каштаном. Кстати, где-то была зажившая, или это зажившая? Нет, это свежая. Видимо, я не прогрузила, когда выкладывала. Это у нас зажившая работа, цвет брюнет. Очень красивый цвет, очень благородный оттенок. Это у нас такой, насыщенный тоже темный брюнет, очень яркий. То есть, и на самом деле здесь тоже потенциал не полностью раскрыт, потому что много дымки. Можно сделать еще темнее, потому что это прям очень темный цвет. И, кстати, напишите в комментариях, нужно ли у минералов тоже делать теплые и холодные оттенки. Я склоняюсь все-таки к тому, что и у минералов нужно сделать и теплые, и холодные, потому что я уже видела несколько заглубленных работ у довольно опытного мастера, например. И все-таки думаю, что, имея в виду то, что рука разная и легкая, и тяжелая у разных мастеров, нужно все-таки и минералы делать двух оттенков. Так, это у нас очень сложная возрастная кожа, это цвет шатен. Ну, по сути, это такой каштановый красивый оттенок. Это Анжелика делала работу. Очень старая женщина, и не знаю, видео получится или нет. Так, что там у меня дальше за... Так, внешний вид каждого цвета и гибрида, фоторабот, показала. Так, теперь мы переходим к моим бровям. Вы помните, да, что... вот, есть... Что Саша недавно, не знаю, неделю назад у меня сошли корочки. Я их размочила, и у меня остаток меньше, чем я бы хотела. Я до своего отъезда записалась на коррекцию и буду отслеживать этот эксперимент. Он будет чистым. Одна бровь у меня сделана минералами, а другая бровь у меня сделана гибридами. Вот та бровь, где родинка, у меня минеральная. Вот это. Сегодня я вообще без макияжа на бровях, и вы должны видеть, да, то есть разница есть, форма изменилась, как выглядят мои зажившие брови. Сейчас я увеличу. Сейчас я покажу, в принципе, если кто-то не видел или на меня не подписан в Инстаграм, как Саша делала ее комментарии мне эти брови. Так, сейчас вот тут ближе я покажу зажившие. Это прям вот сегодня я сфоткала. Ну, плюс-минус цвет получился похожий. Мне не хватает только насыщенности. Но я, конечно, повела себя как свинья. Я купалась в то время, когда нельзя. Сейчас я буду видео включать, чтобы вы посмотрели комментарии Саши. Саша дает обратную связь. Рассказывай. Я на этой стороне делаю гибридом. И у меня вот эта яркость, ну, я вот раза, наверное, 3 прошла, пока поймала нужную мне насыщенность и глубину. Здесь я делала минералом, у меня вот с одного прохода у меня вот как осталось яркое, и оно такое более равномерно прокрашенный волосок. Так, давай мне красиво, пожалуйста. Может, все-таки сюда тоже переключимся? Нет, эксперимент должен быть Мне чистый. до сих пор остатки от Так, герпеса. Саша дает обратную связь. Рассказывай. Я на этой стороне делаю гибридом. И у меня вот эта яркость, ну, я вот раза, наверное, 3 прошла, пока поймала нужную мне насыщенность и глубину. Здесь я делала минералом. Да? Вот. Повтор пошел по кругу. Я чувствую, что на этой брови Так, это она второе давит прям видео. сильнее. Все терпимо, но прям по ощущениям нажим, ну, наверное, раза в 2 сильнее. Такой неприятный. Неприятная эта женщина, неприятная. Я чувствую. А тут хорошо видно цвет. Какой разный цвет. Ну, типа густой, да? А вот на этом У минералов более и гибридов. рыженький, и он такой более
чистый как будто. Это минерал, Вот это минерал, вот это гибрид. Ага. Ну, просто они по-разному себя Ну ведут. да. Так, вот здесь 2 прохода, вот здесь она пошла сейчас делать уже какой? 3-й? 4-й? Ну, третий. Ну, я второй не доделала, потому что у меня кожа краснела. И у меня, конечно, это слепнут глаза, тут такой свет у меня яркий. Ну, сейчас смотрю, анестезия сработала уже больше, и они вроде как даже и сравнялись в насыщенности. Вот это минеральное мне казалось прям холоднее, Вашу маму а и это тут, прям и там желтее. показывают. Сейчас вроде уже сейчас по форме, по насыщенности доработаем, и все, наверное. Так, и вот фотка сразу после. Сразу скажу, что у меня себя кошмарно еще вела кожа. Вы же помните, да, что я делала недавно пластическую операцию, прошло что-то около 4 месяцев. У меня вот так спустился отек на веки. Просто реально, потому что, ну, как бы процедура-то была обычная. Саша делает, мне 100 раз уже делала татуаж, и как бы все было нормально. Но в этот раз ужасно краснела какими-то пятнами. То есть я думаю, что у меня же была, получается, отслойка аж вот до сюда, и все вот сюда натянуто, и здесь что-то еще, какие-то процессы происходят. И ей было сложно очень работать. Ну и плюс, конечно, она волновалась, боялась испортить, боялась заглубиться. Так, еще раз покажу. Вот тут обратите внимание, что до процедуры у меня на вот этой брови с родинкой там холодный остаток. Ну, не знаю, видно, не видно. То есть одна бровь прям серее. Вот именно та, где минералами работала, вот это. Вот. И вот этот остаток там слегонца просвечивается, но надо будет, наверное, там, может, чутка корректором пройти на процедуре, на коррекции, чтобы сравнять их по насыщенности. И вот этот эксперимент я буду раз, не знаю, в несколько месяцев показывать свои брови, потому что я скоро буду на Бали находиться, там агрессивное солнце, мы посмотрим, как мои брови выгорают, будут ли они краснеть, я уверена, что не будет, то есть вот эта бровь у меня гибридная, эта бровь у меня минеральная, то есть посереет ли у меня гибридная бровь, покраснеет ли у меня минеральная, короче, я буду оторвана от цивилизации, и тем опаснее для меня это, ну, а что делать, как я могла это не сделать. Так, дальше подходим. Еще про лазер у меня есть к вам разговор. Так, внешний вид, свежий, поведение в коже. Так, Саша рассказала. Ошибки, вот про ошибки в минералах и в гибридах. Гибридами проще заглубиться. Все-таки они ложатся как бы насыщеннее, сразу ярче. Опять очень много мы говорили об этом с нашим химиком на вебинаре предыдущем. По-разному распределяется в коже, разные частицы, разные вообще, в принципе, вещества, да, то есть оксиды железа, например, в минералах, и сажа, которая очень мелкодисперсная, просто в кожу убегает глубже, чем нужно. Посмотрите обязательно, если не смотрели. Вот. И если мастер заглубился гибридом, но у него красивые формы, я считаю, что это не страшно. То есть, если вы уверены, мастер в себе, который рисует красиво волоски, симметричные, красивые, идущие клиенту формы, и после вас не удаляют до чистой кожи, то есть не приходит клиент через месяц и не говорит: мне не нравится то, что ты сделала, эта форма меня портит, я хочу стереть это. И тогда начинается эпопея с удалением, с инверсиями и так далее. Короче, если вы такой мастер, после которого не хотят удалить, и вы немножко заглубитесь, я не вижу в этом ничего страшного, потому что от лазерного воздействия гибриды, они теплеют, и все ваши заглубления можно вообще нивелировать буквально за одну процедуру. Клиент будет счастлив, что за минуточку у него все стало красивым. Просто надо это делать, еще раз напоминаю, рассеянной вспышкой, закрыв тщательно все то, что вы не хотите, чтобы случилась инверсия. То есть, если вы заглубились на волосочке, оставьте вот такую щель для этого волосочка. Если у вас там где-то пятнышко, да вплоть до того, чтобы на бумаге плотной вырезать кругляшок размером с пятнышко, закрыть и локально по этому пятнышку щелкнуть. Не нужно работать корректорами, просто инверсия лазера сделает всю эту работу за вас. Если это минерал, мы сейчас и посмотрим, то у вас как бы проблемы. Карл, у нас проблемы. Если, смотрите, вот заглубление минералом, да, тут видно, что
в головке полупрозрачная дымка, я не знаю, какой это цвет, а в изломе, там, где хвост, кожа всегда тоньше, у нас получается прям холодный оттенок, да. Он не нужен клиенту, его нужно удалять лазером. На второй брови поменьше, но тоже вот точка в хвостике. Ну, то есть никто не застрахован от заглубления, тем более, когда вы работаете новым пигментом. Он, безусловно, посветлел, видите, да, но серость, она не ушла. То есть с одного раза ты не уйдешь, как бы если это было бы на идеальной красивой форме где-то заглубление, то, работая минералами, вы должны будете либо стирать всю форму, потому что инверсию минерал не дает, либо работать корректором. Понимаете, да? То есть проще, мне кажется, если вы уверены в себе мастер, который не портит формы красиво создает, работать гибридом, если вы заглубляетесь, тем не менее. Вот, потому что минерал, ну, просто от лазера, видите, бледнеет и уходит. Ну, либо там, где много пигмента и он глубоко, надо будет еще одну процедуру делать. Я надеюсь, я понятно объясняю, да? То есть, а если вы мастер, который начинает работать только, и он портит, иногда несимметрично делает, там головки не туда, там хвосты в разные стороны, форма некрасивая, и он понимает, что, возможно, после него нужно будет это удалять, то тогда, конечно, работайте минералами, потому что инверсии нету вообще, как видите, да, цвет уходит достаточно хорошо, даже когда это такие явно выраженные заглубления. Вот, и в то же самое, если вы живете в Европе, если вы хотите что-то новое попробовать, да, ради бога, работайте минералами, они прекрасно ложатся, прекрасно насыщенно, ярко заживают и удаляются, как вы видите, без всяких инверсий. То есть пробуйте. Но если вот есть заглубляетесь, ну, имейте в виду, что по заглублениям только корректором в случае минералов, а если это гибриды, то лазер 5 минут, и ваш клиент счастлив. Так, едем дальше. И я еще хотела показать, как ведут себя гибриды после удаления, о чем я говорила. Вот смотрите, заглубленные волоски, да, то есть видно, что бровь частично коричневая, частично прям вот сизые, вот эти вот с пробельчиками. Вот после лазера. Все, клиент остался, скорее всего, доволен. Так, все видно? Да. Если даже сильно увеличить, где-то можно было бы еще немножко пройтись, ну как бы цвет уже достаточно съедобный. Так, здесь у нас тоже что-то какая-то очень грубая работа. Кстати, посмотрите, какие рельефные волоски. Вот про волоски мы тоже будем говорить. Это рельефные волоски. Если бы это был пучок, то это была бы очень сложная работа, очень плотный прокрас только. Так, едем дальше. Это у нас, видимо... получается, вот, это у нас заглубление. И вот инверсия после процедуры, коричневый оттенок, ну, как бы все нормально, все съедобно. Так, здесь у нас тоже. Это у нас такая сизость, холодность, заглубление. Это у нас сразу после лазера. Краснота сойдет и будет красивый коричневый оттенок. То же самое вот заглубление. Видите, какой некрасивый цвет получился. Да. И вот вам инверсия в красивый цвет, который уже прекрасно можно перекрыть, и дымка по периметру будет красивого цвета. Так, видно, да? Ага, вот здесь хорошо видно. Вот. Форма достаточно симметричная, но просто нужно было изменить оттенок. Это все удаление лазеров гибридами, причем спустя время. То есть здесь заглубление и старые работы, которые, как говорят, сереют, да, то есть если вы внесли на большую глубину, плотно прокрасили пигмент, то через год он может стать вот таким вот холодным, вот как вот здесь, например, именно потому что он лежит на большой глубине. И в таком случае инверсия при помощи лазера, и все, и будет вам счастье. Поэтому, если вы только стоите на пороге магазина и выбираете, каким вам цветом работать, каким, вернее, пигментом работать, гибридом или минералом, вот в соответствии с тем, что я сказала, если вы в формах не ошибаетесь, вы можете и тем работать, и не заглубляетесь. Если вы в формах не ошибаетесь, но заглубляетесь, то, наверное, может быть проще работать гибридом, потому что с ним проще работать на коррекции. Либо иметь корректоры, чтобы минеральные пигменты уже не лазером, а корректором корректировать при заглублении. А если вы начинающий мастер, вот мне кажется, вот, кстати, знаете, была такая
большая нелюбовь к минералам и к переходу на гибриды, сложность раньше, потому что минералы были очень разбавлены, они очень-очень бледно заживали. И приходилось давить сильно, чтобы цвет там хоть как-то оставался. И когда мастер переходил с минералов на гибриды, он прям сразу засаживал, намертво просто засаживал гибриды. А сейчас минералы настолько концентрированные, что их почти не отличить от гибридов, ну, во всяком случае, наши минералы, потому что у меня была задача создать именно концентрированные минералы. Вот, что если вы школа или если вы только учитесь, вы можете начать учиться на безопасных минеральных пигментах, ну, безопасных в плане того, что можно удалять под чистую кожу без инверсии, и клиент не будет несчастен от оранжевых каких-то бровей. Вот, и если вы захотите потом перейти на гибриды, пожалуйста, переходите, у вас уже, в принципе, нажим практически такой же, ничего менять уже не надо, и вы прям не начнете портить. Так, толщина кожи. Я уже говорила и обращала ваше внимание. Толстая кожа – это значит большой слой кожи над пигментом, значит большее искажение в холодность. Тонкая кожа и нормальная, они плюс-минус одинаково искажают пигмент, потому что нормальная кожа, она такая чуть более рыхлая, чем тонкая. Обычно тонкая очень какая-то плотная, непрозрачная. Если срезать тонкий слой, то она будет более непрозрачная, чем нормальная. Поэтому я их отношу примерно к одному типу. Работать нужно максимально аккуратно, максимально поверхностно. Искажение цвета минимальное, но если вы заглубитесь, и там будет очень сильно тоже видно вот это искажение нехорошее. И вот смотрите. Рельефные волоски, то есть это то, о чем я буду говорить, когда мы начнем обсуждать выбор цвета. Это рельефные волоски, это значит сами волоски грубые, толстые, они как бы прям вот рельефно отстоят от кожи, то есть это не такая паутинка, когда она ни на что не влияет и можно работать прозрачно. Когда у вас вот такие брови перед вами, плюс-минус там пучковатость или толщина, потому что бывают еще более грубые, вот там до этого у меня на лазере была грубая бровь, вы всегда должны работать плотно, всегда. Кроме тех случаев, когда бровь, волоски грубые, но она идеально распределена, нигде никаких пустот, не надо сильную асимметрию выравнивать. То есть всегда плотный прокрас, максимально плотный, чтобы сравняться вот по насыщенности. То есть вот, посмотрите, тоже это прямо боль, наверное, всех мастеров, которые работают постоянно с клиентами, вот такие вот формы. То есть была когда-то идеальная, скорее всего, форма, которую превратили вот в эти запятые, и еще и такие рельефные волоски. То есть здесь реально тяжелая работа. Постепенно вот тут видно, видите, синева некоторая вокруг, то есть это просвечиваются волоски сквозь кожу и дают вот этот синий оттенок. Это значит, что бровь может восстановиться и прекрасно зарасти, и форму можно вернуть. Но это такой будет длинный в полгода минимум процесс, когда вы по чуть-чуть увеличиваете, потому что если увеличить сразу насильно, то это будет всегда видно, потому что бровь очень темная, очень рельефная, у вас велика вероятность заглубиться, потому что нужно прокрашивать плотно. Короче, сложный вариант. Самый простой вариант – это вот брови типа вот этих. Я называю их как паутинка. На самом деле есть еще более прозрачные нежные волоски на бровях. Они мягкие, они лежат плотно к коже. С этими бровями можно делать все. Можно делать идеальную волосковую работу. Любой формы растушевку можно делать. Они вплетутся, вольются и будут только помогать. Но когда перед вами пучки, готовьтесь, вам будет сложно. То есть вот о чем мы говорим. А что еще влияет на выбор цвета? Это контрастность лица. То есть смотрите, сейчас перед вами девушка с низкой контрастностью. Это скорее относится к цветотипу, но вам тоже нужно понимать, о чем я буду говорить дальше. Что такое вот такая вот мягкость, низкая контрастность? Это когда все лицо, в общем, в одном тоне, да, светлые глаза, светлая кожа, светлые волосы, губы не яркие, то есть такой вот пастельный, такой нежный тип. И я взяла максимально контрастный, другой тип, контрастность вот высокий, это когда кожа очень белая, глаза яркие, брови яркие, волосы яркие, то есть вот эта контрастность высокая. И это что значит? Что на вот этой девушке вы можете работать полупрозрачно, с идеальными мягкими переходами, ей будет все красиво. Если она захочет, ей можно и ярко, но как бы ярко ее не украсит, потому что на этом нежном прозрачном лице будут жить только яркие брови. Поэтому яркость нужна вот этой клиентке, потому что, ну вот такого типа клиентки, потому что прозрачность ее не украсит, это будет как будто все время мало, охота дорисовать. Понимаете, да, о чем я говорю? Конечно, куча переходных типов, но вы должны понимать, высокая контрастность, средняя, низкая контрастность. Это когда мы тоже будем говорить про
Прокрас. И запрос клиента, что, конечно, очень тоже важно, потому что не все клиенты понимают, что их украсит. Вы, как специалист, должны им объяснять, но иногда вы просто будете вставать в ступор от просьб и требований клиента. Нет, я хочу ярче, или нет, я хочу наоборот, я хочу красные, я хочу слишком бледные. Там, короче, желание клиента почти всегда закон, если это, конечно, не испортит вам репутацию. Поэтому там, конечно, от вас уже зависит. Но если запрос клиента сделать ярче, то вы должны понимать, что вы будете работать плотно. Скорее всего, вы немного заглубитесь, и это значит, вам нужно будет выбрать более теплый оттенок. Понимаете, да? Если вы работаете плотно и вы заглубились так или иначе, то вы должны понимать, что такие брови будут носиться дольше. То есть есть какие-то стереотипы. А сколько вот эта краска будет находиться в коже? И отвечают, ну, год-полтора. Ну, как бы нельзя, ни одна краска не будет находиться год-полтора, потом такая чика исчезла. Это всегда зависит от того, на какую глубину вы внесли пигмент. Если вы работали плотно и внесли на большую глубину, то это и 5, и 7 лет, и 15 лет. То есть зависит от глубины. То есть как татуировка может и 25 лет и выглядеть чудовищно, или полгода-год выглядеть прекрасно, искажение цвета минимальное. Да? Плюс еще иногда срок носки пигмента зависит от возраста. Ну, не иногда, а часто даже, я бы сказала. То есть молодой спортивный организм или старая какая-нибудь кожа, у которой замедлены процессы, она не загорает, эта кожа прячется под шляпкой, зонтиком и так далее. Понимаете, кто будет дольше носить брови, да? Поэтому толщина кожи, цвет, нажим мастера, образ жизни клиента и возраст клиента – это то, что влияет на выбор краски в работе. Надеюсь, я объяснила хорошо. И я, кстати, обещала Ж. Сейчас как раз у нас там будет дальше уже по цветотипам мы пойдем, фототипам. А сейчас я поотвечаю на вопросы на ваши, потому что я наобещала и наврала, и забыла. И пошла дальше. Так, всем привет. Так. Номера пигов. Размыто все. У меня не показано ничего. Начался, у меня нет видео. Так, ребята, я надеюсь, там все было хорошо видно. Вы меня не пугайте. Просто, если у вас был плохой интернет, вы что-то пропустили, этот вебинар обязательно будет в записи. Вы сможете пересмотреть его в любое время. Так. Елена, вы предпочитаете пользоваться картриджами острой заточки или медиум, или медиум, видимо? Я вообще не люблю острую заточку, я медиум, нечто среднее. Но это чистые предпочтения. Кто-то прям под конкретную кожу выбирает и толщину, и заточку. Я вообще не парюсь, работаю просто медиум, и все. Почему в остатке брови в итоге темнеют в серый цвет, хоть самым светлым покрываешь? Ну, вам нужно пересмотреть обязательно вебинар с химиком, с нашим. Мы там рассказывали, почему гибриды у некоторых мастеров сереют. Кратко, если то, потому что сажа, то есть карбон блэк, очень мелкодисперсный пигмент, и он распределяется в коже вглубь, потому что в гибридах органика выгорает очень быстро, именно теплые оттенки. В течение буквально года исчезает половина теплого цвета просто вот от жизни. И что в итоге? Получается, остается карбон блэк в коже, исчезает красный, и плюс, если мастер заглубился, то это плюсом идет большая глубина, которая тоже искажает цвет. Я делаю на этом акцент, потому что я видела огромное количество работ спустя 1,5-2 года от темных до светлых у опытных мастеров, у которых нету этого искажения, то есть просто благородно бледнеют пигменты. Но если был глухарь, что мы называем глухарем? Это когда глубоко, плотно, часто некрасивая форма, такие посереют с огромной вероятностью, потому что большая глубина, много цвета, и красный со временем ушел органически, и остался только холодный в коже. То есть вот если в 3 словах, это так, чтобы прям было подробно, пожалуйста, посмотрите вебинар наш с химиком про гибриды и минералы. Так, какую анестезию используете, если... Так, давайте только про... Во-первых, ладно, я отвечу. Если на лидокаин аллергия, вы должны отправить своего клиента, чтобы он выяснил сам, на что из анестетиков у него нет аллергии. Я бы не стала на вашем месте экспериментировать, не будучи врачом, с разными остальными
анестетиками. Не бойтесь потерять клиента, он уйдет к другому мастеру, может быть, до вас не дойдет или что-нибудь такое. Бойтесь потерять его у себя на кушетке от аллергии, понимаете? Мне кажется, это опасно очень самим подбирать аллергику анестезию. Какой оттенок более универсальный? Вот вы видели, сколько я показала работ? Вы представляете, если я буду говорить про универсальность, потому что мастера вообще меняют, путают меня даже выбором своих оттенков, выбором цветов во время работы. Ну, я могу сказать самые ходовые. Это теплый брюнет, теплый каштан и теплый русый. Это самые продаваемые, это прям топ. Очевидно, потому что все работают единичками. И это как бы спасает их от заглублений. И их можно между собой мешать, в разных техниках использовать вообще без проблем. Так, да, особенно новичкам было бы проще определиться с выбором минералов, если бы имелись обозначения холодный или теплый. Вот, спасибо. Я буду это иметь в виду. Я, в принципе, уже, наверное, процентов на 90 определилась. Думали ли вы выпускать анестезию? Думаем, мы работаем над этим, анестезия будет. Если можно, более подробно, минералы или гибриды, в чем отличие, что лучше, что хуже? Вы издеваетесь? Ну ладно, я же уже это говорила, но основное, лучше, хуже, вообще характеристики, сводная таблица характеристик, опять в предыдущем вебинаре нашим с химиком на нашем канале YouTube пересмотрите. Так, там, Елена, корректоры для минералов только минеральные и для гибридных только гибридные. Если брови были сделаны минералами, можно ли взять корректор гибридный и наоборот? Я не вижу вообще проблем. Единственное, что мне не нравится, особенно после того, как я участвовала в разработке, ну, конечно, в качестве зрителя, критика там и пожелателя во время разработок с нашим химиком у себя в лаборатории, я понимаю, насколько по-разному ведут себя основы при соединении. Поэтому вот прям в капсе мешать гибридные с минеральными, разных марок, там разные разбавители использовать я не рекомендую, никогда не рекомендовала, потому что есть такие мастера, которые говорят: о, в гибриды накапайте минералы, так как минералы краснеют. Это, кстати, раньше было, сейчас наши минералы не краснеют, опять об этом было в прошлом вебинаре. То это нивелирует, и как бы гибрид сереет, а минерал краснеет, и если их соединить, то брови будут дольше носиться в правильном виде. Вот прям вот это мне вообще не нравится. Но если перед вами клиент заживший, вы можете изменить и краску, и там технику внесения, все что угодно. На зажившем вообще не проблема. То есть когда уже все там устаканилось. И вы можете и корректор использовать другой фирмы, и другой как бы гибридный или минеральный, зависит от того, какая у вас задача. И, соответственно, если вы сделали минералами, вы можете коррекцию делать гибридами или наоборот, гибриды, коррекцию минералами вообще без проблем. Просто свежую процедуру. Вот я про свежую говорю, в капсе не мешайте, потому что мы как бы как химики доморощенные, что-то там случается не то с основами могут. Я вот просто это делала когда-то. И у меня аж, знаете, бывали пигменты, которые аж пенились. То есть ты соединил два разных цвета из разных линеек. Были, которые прям сразу хлопьями в осадок выпадали, какими-то комками шли. То есть я такая выкинула. Ну, не совершайте моих ошибок. Так. И подскажите, пожалуйста, работал теплым брюнетом, и волоски получились прям красного цвета. Это значит, что вы положили мало цвета, еще раз, и, скорее всего, вы работали достаточно поверхностно. Но, возможно, вы говорите про свежую работу, и заживет она более красивым цветом, потому что сразу после процедуры обычно все выглядит краснее. Поэтому, если вы работаете поверхностно, тогда берите более прохладные оттенки. Так, что если холодным цветом работать плотно? Я тоже работаю только теплыми, холодные тона боюсь. Еще раз, если вы работаете поверхностно, я опять вспоминаю мастера, у нас наш амбассадор, она приезжала, и она работает только холодными. У нас есть амбассадор Тая Перфектова, она работает вообще базовыми цветами. Это вообще очень темные, холодные оттенки. Легкая рука у человека, понимаете? И она делает и волоски, и растушевки, и все это делает она холодными цветами. И если она берет теплый цвет, и та, и другая, то он заживает слишком теплым. То есть им не подходят теплые цвета. Поэтому все зависит от вашей руки. Если вы взяли цвет и уложили его
и он зажил красиво, и это правило для вас, работайте смело холодными цветами, вообще даже не переживайте. Так. Брови, сделанные минералами, можно ли обновлять без удаления? Опять, это зависит от того, заглубились вы или нет. Я показывала заглубленную бровь пятнышками вот этими темными, да. Если так, то они никуда не денутся и через 1,5 года, и через 2 года, и вам придется все равно удалять. А если вы положили пигмент равномерно на одну глубину, то через там 1,5-2 года у вас будет, можно сказать, пустая кожа. Поэтому все зависит от того, что перед вами. Конечно, можно, если не заглубленная работа. Так, так, красный цвет. Что если холодным цветом? Так, плотно, в минералах есть красный. В минералах есть красный корректор, или оранжевый. Да, я же вам показывала, смотрите, в минералах вот 2 цвета, и тоже вы можете потом посмотреть, это более подробно. 410 и 411, это 2 корректора, красно-коричневый и желтый. Я не стала делать зеленый корректор, потому что ну нафиг зеленый. Если вдруг перед вами красные брови, то можно из гибрида взять очень просто хороший зеленый цвет в гибридах. Я бы его даже зеленым не назвала, у него есть некоторая болотность, то есть это прям такой практически полностью безопасный цвет. Он номер 401, и он выглядит даже, в общем-то, коричневым, но на самом деле он называется зеленый корректор, потому что некоторые мастера просто... каким цветом перекрыть красные брови? Зеленым говорят. И берут вот эти зеленые, какие-то холодные оттенки, получается вообще жуть. То есть прям чистым зеленым я не рекомендую, и я не стала делать его в минералах, потому что это самый малопродаваемый цвет. Все-таки, мне кажется, красные брови проще корректировать лазером, потому что инверсия обычно либо удаление в таком случае. А после минералов старых, раньше которые были, красные брови приходят, и у них отличная инверсия в серый, в русый цвет происходит. Если клиент пришел ко мне от другого мастера и просит коррекцию, я же не знаю, чем работали, могу через месяц работать вдруг другое минералограничение. Я говорила уже об этом, вообще без проблем можете, ничего не будет совершенно. Нет разницы в коже клиента, когда пигмент лежит уже. То есть не мешайте просто в капсе. Так, все, поехали дальше. Ну все, до следующий слайд. Фототип. То есть все-таки мы определились, что основное, что влияет на выбор краски, это цвет кожи клиента, а это фототип по Фицпатрику. То есть и давайте разбирать. Первый фототип, сейчас я найду их тут у себя, по Фицпатрику. Это кельтский, нордический, по-моему, еще он называется. И я сюда же в кучу смешала и светлый европейский, потому что они такие похожие, они такие какие-то переходные один в другой. Это очень-очень белая кожа, светлые волосы, светлые глаза, иногда это рыжие волосы. То есть мы их в кучу. Давайте смотреть. Вот, допустим, у нас Николь Кидман. Да, вот здесь у нее, она очень по-разному во все годы своей жизни выглядит. И вот здесь у нее брови как паутинка, и они светленькие. Да? Она все последние 10 или 15 лет у нее яркие такие темные брови. То есть я где-то читала ее интервью, она их постоянно красит. Ей нравится, когда брови выглядят ярче. Итак, если кожа тонкая или нормальная, а волоски паутинка, на вот таких вот... Так, мне придется туда-сюда выходить. Да, вот на таких бровях, как паутинка, то нам нужно делать прозрачную растушевку. И мы должны взять холодный гибрид, это русый или минерал, потому что мы будем работать прозрачно, поверхностно, кожа тонкая, светлая, искажение будет минимальным. Понимаете, да? А если это волоски, то вы можете взять теплый русый гибрид, потому что, несмотря на то, что кожа у нас тонкая, искажение будет минимальное, на волосках мастера все-таки проваливаются чуть-чуть глубже. Понимаете, да, о чем я говорю? Или вы можете взять минерал блондин для того, чтобы сделать волоски. Я вам показывала этот цвет, потом сможете еще вернуться при просмотре повторном, например, рассмотреть цвета, как выглядят свежие, зажившие, вот все те, которые я вам показывала. Если перед нами пучки, то есть это тоже очень белая кожа, но у нее видно, что рельефные брови, да? Если кожа тонкая или нормальная, то плотно растушевка теплый русый. Итак,
кожа тонкая или нормальная, но вы будете работать плотно, потому что когда пучки на бровях, вы вынуждены работать плотно, если только это не идеальная форма, которая просто надо пробелы закрыть. Понимаете, да? И если вы работаете плотно, то с большой вероятностью вы поработаете чуть-чуть глубже, чем собирались. Поэтому берем теплый цвет. В этом случае можно взять теплый русый, например. В принципе, здесь можно взять и каштан, например, потому что такой непонятный переходный краснота есть, тоже можно подобрать. Если это волоски, это теплый русый гибрид, это может быть теплый русый каштан. Теплый русый гибрид. Что я сейчас сказала? Это теплый русый гибрид. Да, и теплый русый каштан. Боже, я могу вас запутать. Я сейчас сама поняла. Так, гибрид теплый русый или теплый каштан, да, вот конкретно в этом случае. А если мы делаем волоски? Так, если у вас толстая кожа, ну сейчас мы тут поперебираем. Ой, это не очень сюда подходит. Так, вот они пошли ровными рядами. Если у вас толстая кожа, например, и пучки, тогда это должна быть плотная растушевка, потому что пучки и толстая кожа, да, понимаете? Потому что толстая кожа часто выкидывает много краски, как ни странно. И плотная растушевка будет выглядеть как бы лучше, выигрышней. Теплый русый цвет гибридный. Если вдруг боитесь, то по периметру можно дать холодным русам дымку. Некоторые мастера так делают, если нужна дымка все-таки, чтобы не было желтизны какой-то. И если это брать минерал, то я бы взяла блондин. Так, эту мы прошли, мадам. Вот, кстати, здесь видно, смотрите, то есть она увеличила контрастность свою в лице. Что-то у меня качество не очень, ну ладно, я уменьшу, чтобы так было лучше видно. Николь Кидман, да, она очень сильно менялась, и как бы можно быть блондинкой, но в то же самое время контрастной. То есть вот нравится человеку яркие брови. И теоретически на этой блондинке можно было бы поработать и каштаном. Кожа тонкая, растушевка должна быть прозрачная на такой тонкой коже и при таком хорошей форме. И можно взять просто каштан, например, в ее случае. Так, вот здесь, смотрите, видно, да, волоски рельефные, то есть они от кожи отстоят, но они светлые. Кстати, ненавижу светлые волоски, потому что если вы даже хотите что-то поярче сделать, эти волоски лежа сверху, потом вашей работы, ее портят, она становится какая-то плешивая за счет волосков. Вот, поэтому если вы работаете плотно, то берете теплый цвет, но это в этом случае конкретно, например, русый и теплый русый или блондин, если вы берете минерал. Так, другое лицо выберем. Вот смотрите. Так. Седые, чтобы не запутать вас. Так, светлый европейский, да, сюда входит. Господи, я уж попыталась, максимально прям просто рассказать. Вот, смотрите, брови, во-первых, рельефные, во-вторых, сами по себе шикарные в плане формы, в плане насыщенности, не перещипанные, никаких проблем нет. И кожа тонкая, молодая. Вот на таких бровях я бы взяла... Тут два варианта. Я бы взяла и прозрачно-поверхностно поработала холодным русым, например, потому что при прозрачной работе он не будет давать холодность, у него просто такая благородная, получается... Как этот оттенок описать, как бы холодная пшеница, так можно сказать. Либо, если человек хочет яркости, тогда можно взять теплый русый, это я сейчас про гибрид говорю, и прокрасить плотно. Ну, тут надо понимать, что прям тогда будут яркие брови, но при плотном прокрасе, чтобы не было слишком серо и холодно, потому что я сейчас покажу людей, которым серо и холодно нужно, и только так им можно. Вот, поэтому, или здесь отлично подойдет блондин из минеральных пигментов, прям идеально подойдет по цвету, по оттенку и по насыщенности. Вот это вот у нас девушка более прохладная, то есть, видите, она уже, если про цветотипы говорить, не фототипы, а цветотипы, это холодный цветотип, у нее холодные губы, холодные глаза, холодный румянец, какая-то голубизна, волосы с серым отливом, то есть здесь однозначно брови хорошей формы я взяла бы
холодный русый для прозрачной растушевки. Если была бы какая-то асимметрия или какие-то пробелы ярко выраженные, то я для плотной растушевки взяла бы теплый русый. Ну или блондин плотно поработать, если это минерал. Каштан, например, сюда я вообще бы не взяла, потому что все равно во всех остальных оттенках линейки есть некая краснинка. На мой взгляд, здесь она вот не нужна совершенно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы улавливаете вот то, что я пытаюсь донести. То есть плотная работа, пучки, глубина и общий цвет кожи. Вот то, на что мы смотрим, чтобы выбирать пигмент, которым будем работать. Итак, дальше у нас идет темный европейский. То есть вы поняли, да? Кельтский и светлый европейский мы проскочили. Это первые два цветотипа. И сейчас у нас идет на темный европейский. И опять мы смотрим на волоски. Так, вот давайте выберем, смотрите, яркий представитель, прекрасная Натали Портман. Вы понимаете, да, что рельефные брови, интересная очень форма у нее, прямые, и они идут идеально, все прекрасно. Какой цвет взять? То есть кожа тонкая. И если форма позволяет, если мы будем работать прозрачно, я взяла бы холодный каштан, чтобы не перетеплить. Потому что прозрачная работа теплым цветом может дать слишком теплый оттенок. Как тот вопрос про волоски, которые покраснели, или дымку, которая покраснела. Понимаете, да? Поверхностная работа, тонкая кожа, прозрачная работа, значит, мы берем прохладный оттенок. Так как перед нами уже пошел, в общем-то, цветотип, вот это не цветотип, а цвет волос, и появилась вот эта вот коричневинка, краснинка в лице, и в волосах, и в глазах, то есть меланина больше, гораздо больше, чем первых двух, и нужен пигмент с красным подтоном, да. Если бы здесь были вот такие вот маленькие пучки, у нее, у Натали Портман, или кожа толще, то я бы 100% взяла бы теплый каштан, потому что мне пришлось бы очень плотно прокрашивать, долго трудиться, и я бы заглубилась с большей вероятностью. То есть я бы заглубилась не до сизых бровей, но до той глубины, на которой теплый цвет начинает выглядеть прохладно, либо нейтрально и благородно, то, что нам нужно. Понимаете, да? Дальше. То есть, кто у нас тут? Яркие представители европейского темного типа. Кожа все еще светлая, а контрастность уже гораздо более высокая, соответственно, цвета надо брать более насыщенные. Вот мы берем Анджелину Джоли, у нее по всем характеристикам очень тонкая кожа и вот какая-то очень сухая. Я сейчас, кстати, тоже пересохла вся. Сейчас я хлебну воды, извините. Пока полюбуйтесь на красоту неписанную. То есть у нее хорошие брови, симметричные брови, красивая форма. В этом случае я взяла бы тоже холодный каштан и создала бы дымку, потому что это все, что ей нужно на всех ее фотографиях в макияже. У нее всегда легкая дымка на бровях, кроме фотографий в молодом возрасте. А сейчас, когда уже как бы устоялся макияж, ничего кроме дымки ей не нужно, потому что мучиться волосками на таких, в общем-то, волосатых бровях не вижу смысла. А волоски мы все-таки используем чаще всего, когда нужно какие-то пустоты большие закрыть, если если мастер владеет волосковой техникой. Все-таки, когда пучок, а потом просто такая тень, это не выглядит объемным, рельефным и бросается в глаза больше, чем волосковая бровь. Вот. А в этом случае я бы взяла холодный каштан или, может быть, даже дымку легкую холодным брюнетом бы, понимаете, сделала. То есть холодный каштан условно 2 слоя, холодный брюнет 1 слой. И получится примерно одинаковая дымка, и даже там особо никто оттенок не различит. Только не теплым цветом, потому что слишком может оказаться теплым после заживления. Так, почему-то у меня тут 2 Натали Портман. Что я тут хотела показать? Я, видимо, хотела показать качество волосков. Потому что в разное время перещипанные брови были у всех. Вот. И все-таки, да, здесь или брюнет, или каштан. Но ни в коем случае не теплый. Только если вдруг перед вами такой клиент, и вы точно знаете, что вы всегда заглубляетесь, работаете глубоко, тогда, конечно, берите теплый. То есть вот прям вот вы должны себя проанализировать, и выбор пигмента станет для вас простым и очевидным. Опять перед нами
ну, хорошая, тонкая, молодая кожа, интересные брови. Я бы не сказала, что они мне нравятся. Наверное, я бы, раз скошен излом на одной из бровей, попыталась бы создать там форму при помощи дымки. Но, слава богу, что они в общем и целом... То есть есть мастера, есть люди, которых вообще не парит асимметрия. Вспомните Вивьен Ли. У нее одна бровь вот такая, одна вот такая всю жизнь. Она везде. Это мимикой создана. То есть надо перестать мастерам болеть вот этой суперсимметричностью, когда это идет не на благо клиенту, когда вы слишком сильно выщипываете, чтобы сделать их идеально ровными. То есть не надо терять волоски, надо их все сохранять. Вот прям уже давно этот тренд есть, когда мастера не выщипывают брови клиентам ради симметричности, которая создана, асимметрия в этих случаях создана, если мимикой. Короче, на этой коже, хорошей, тонкой или нормальной, или на вид она непонятная, то ли нормальная, то ли тонкая, я бы поработала тоже прозрачно-каштаном, а если бы брови были пучковатые, я бы взяла теплый каштан. И также, еще раз, очень легко и прозрачно можно поработать также и брюнетом. Едем дальше. Так, я бы сказала, что эта девушка здесь оказалась случайно в этой компании. Она, наверное, к другому типу относится, слишком она яркая. Она к следующему средиземноморскому пойдет. Смотрите, холодная тоже. То есть, если перед вами вот такой человек, холодный цветотип, нужен холодный оттенок после заживления, то есть никакой красноты, желтизны, оранжевизны просто не пойдет этому лицу. Но у нее, например, выщипанные брови, и пустота в хвостах, да, то вы вынуждены будете брать теплый цвет, чтобы работать плотно. Понимаете, да? А если брови вот такие идеальные, то вы выбираете холодный цвет и работаете прозрачно, просто чтобы еще более идеальную форму сделать. Если перед вами вот эта же девушка, но у нее ужасно толстая кожа, вот такие расширенные поры, то тоже вы должны выбрать теплый цвет, потому что эта кожа создает большую толщину и, соответственно, фильтр над краской, которую вы вносите под кожу, и сильнее искажает цвет. Понимаете, да? Пробежимся. То есть вот здесь тоже, смотрите, интересный такой цвет, но тоже холодный на самом деле. Но я здесь, может быть, даже и русый взяла, потому что коричневые глаза, волосы как на пути к каштановым, от русым на пути к каштановым. И здесь вполне себе подойдет и каштан, плотная работа, каштан теплый, если толстая кожа и пучки. Если брови как паутинка или хорошая форма, и вам нужна прозрачная растушевка, то это холодный каштан или даже холодный русый. Наверное, теплый русый сюда бы и не пошел, но либо при очень плотной работе, либо в волосках. Вот если бы я делала волоски, я бы взяла либо теплый каштан, либо теплый русый. Обычно я, когда вот так сомневаюсь, я провожу несколько волосков, смотрю, какой ближе по цвету, потому что иногда это решает именно, как он в коже выглядит. Так. Вот это тоже очень сложные рельефные брови. Слава богу, они все на месте. И здесь можно было бы теневую растушевку дать холодным цветом, чтобы не было у нас проблем, и чтобы брови теплыми не смотрелись. Если бы это были пучковатые брови, то холодным цветом, в смысле каким? То есть я могла бы здесь использовать холодный русый, например, или холодный каштан, что, наверное, более предпочтительно. А если бы это была толстая кожа, пучки, когда мне надо прокрашивать плотно, я бы взяла теплый каштан и поработала бы очень плотно. Либо я бы взяла теплый каштан и поработала бы в волосках. Волосковый метод бы использовала. Итак, толстая кожа, теплый оттенок, тонкая кожа, холодный оттенок, прозрачная дымка, холодный оттенок, плотная растушевка, теплый оттенок. Вот прям у вас должно это как таблица умножения. Смотрите, вот здесь, несмотря на то, что тоже холодный макияж идет этому типу, холодные голубые глаза, но брови вполне себе могут быть и теплыми. То есть здесь я бы даже шатен могла бы взять и поработать плотно, потому что шатен это не прям какой-то супер рыжий страшный цвет. Понимаете, да?
наверное, при определенном освещении можно даже к первым двум цветотипам отнести, фототипам, вернее, эту девушку, потому что вроде волосы каштановые, но, возможно, это просто краска и брови окрашены, и автоматически она как бы внешне выглядит как темный европейский практически, а на деле сама кожа, ее цвет и ее поведение — это первые два цветотипа, ну какой-нибудь светлый европейский. Просто мы же красимся, мы красим волосы, мы красим брови, не знаю, тонируем кожу. Мы настолько сейчас сильно меняемся, что иногда сложно определить. Короче, если бы здесь я брала, я бы взяла бы для плотной работы шатен, если были бы пучки и если была бы толстая кожа. Можно было бы взять также теплый каштан, ну, смотря что у вас есть. Для прозрачной работы я бы взяла обычный каштан, чтобы не было красноты. Едем дальше. Так, здесь у нас... Здесь я взяла бы холодный русый. Вот конкретно этим бровям 100% холодный русый, потому что они рассеяны, потому что, в общем, все лицо холодное. Но если у меня тяжелая рука, я бы взяла теплый русый, даже для прозрачной работы. Понимаете, да? Потому что пигмент ляжет глубже, чем нужно, если у меня холодная рука, и хоть работа и прозрачная, дымка после заживления будет все равно прохладной, даже если вы возьмете теплый цвет. Я надеюсь, я вас не путаю. То есть еще раз, тяжелая рука на этой конкретной девушке и прозрачная дымка, теплый русый, либо блондин минеральный. Легкая рука, холодный русый. Если бы здесь были пучки только, да, то тогда я бы взяла в любом случае теплый русый, потому что будет плотная работа. Но только если у вас легчайшая рука, берите холодный русый, если вы 100% знаете, что вы положите пигмент плотно, но не заглубитесь. Какая прекрасная девушка. Смотрите, вот если бы не было хвостов, то теплый каштан для того, чтобы плотно прокрасить, потому что это очень яркие, рельефные, контрастные брови, и работать пришлось бы очень ярко. Если также это толстая кожа, тоже теплый цвет. Если вы собираетесь положить дымку на эту кожу, и она нормальная или тонкая, то это холодный каштан. Он сюда подойдет отлично, но также здесь можно использовать и холодный русый цвет. То есть это зависит от того, все-таки какая итоговая яркость и нужна. Иногда вы можете брать более холодный светлый, более холодный темный оттенок. Это зависит еще от пожеланий клиента, помните, да? То есть если она говорит, мне так еле-еле, чтобы не было видно, берите посветлее цвет. Либо наоборот более темный. Что еще? Если волоски, тоже теплый каштан, либо даже теплый брюнет. Потому что должны быть довольно яркие волоски. Теплый русый не справится с такими. То есть, ну это прям очень, это почти черные брови. Очень холодные, темные брови. Прикол. Это та же самая девушка или нет? Мне кажется, та же самая. Да, похоже. Нет, губы разные. Это другая, да? Прикиньте, как похоже. Прикол. А какая красивее. Ладно. Пошла не в ту степь. Так, здесь тоже у нас девушка. Блин, молодежь попалась, и у всех, конечно, кожи неплохие. Но, короче, если бы была толстая, рыхлая кожа и пучки, я взяла бы либо теплый каштан, либо даже теплый брюнет, потому что очень темные волоски на бровях, и есть возможность не справиться с насыщенностью. Если это была бы прозрачная растушевка на нормальной коже, то я бы взяла либо холодный русый, либо холодный каштан для того, чтобы дать красивую дымку. Если, смотрите, еще вот тоже мне амбассадор недавно, наша Кристина Черненко, такой свой лайфхак рассказала. Если это пучки, ей нужно плотно прокрашивать, то она теплым цветом прокрас делает основной, а потом в конце буквально 2 капли холодного цвета наливает и делает дымку легкую вокруг, чтобы быть уже уверенным, что теплый цвет, положенный плотно, заживет чуть более прохладным, но все равно красивым, а дымка не будет теплой, потому что она сделана холодным цветом. Поэтому вы можете и так делать. Блин, эта девушка везде. Опять. Так, и вот здесь, смотрите, такая пограничная работа, то есть что-то вот здесь вот в хвостах было, то ли они когда-то выщипывались, то ли сбривались, то ли повыпадали. Ну, то есть прям вот здесь очень, очень сильно
ну, почти, что можно сказать, пучки на бровях. То есть и при плотном прокрасе, вот я бы как раз так сделала, как я до этого говорила. То есть теплым русом создать вот эту красивую форму хвостов и дымкой холодного русого дать по периметру, чтобы либо даже вот здесь, вот если хочется больше яркостью, но не подтеплять. То есть иногда можно работать двумя цветами. Если у вас хорошая рука, то можете работать на этой коже и холодным русом, просто уплотнить в хвостах, а дымка по периметру будет прохладная, красивая. Вот, либо волоски можно было бы сделать. Для волосков, наверное, я взяла бы теплый русый цвет. Все-таки здесь бы он справился, он бы вплелся в свои, и по насыщенности нормально было бы. Ну, естественно, можно было бы блондином прекрасно поработать или каштаном, минеральным пигментом на этих бровях. Если бы была толстая кожа, ну тогда 100% я бы брала теплый цвет, потому что, ну, фильтр толстый сверху, понимаете, да? Так, надоел мне этот тип уже. Много их что-то. Так, следующий тип средиземноморский. Это у меня следующий слайд. Фототип средиземноморский. То есть перед нами очень яркие представительницы. Это Ким Кардашьян и Тина Канделаки. То есть это такая высокая контрастность. Это, наверное, почти всегда как цветотип зима. И все, у меня дальше фотки пошли. То есть светлая, но легко загорающая кожа. Ну, как бы, нет, не светлая. Она просто сейчас не модно загорать. Сейчас очень мало людей. Сейчас даже все азиаты, чтобы быть красивыми, не загорают. Потому что над нами каждый год смеются. Там все вот белокожие лежат, загорают зимой где-нибудь в Азии, а азиаты под кремом, под зонтами вообще не одеваются, у них длинная одежда, и поэтому они иногда выглядят светлее, чем европейцы. Вот. Но высокая контрастность. То есть это значит, что мы переходим к темным цветам. То есть это только каштановые и брюнеты. Здесь абсолютно нет смысла говорить о русых цветах, они сюда не подойдут. Так, если бы вот такие были бы передо мной брови и толстая кожа, я взяла бы теплый брюнет, потому что ничто другое здесь не справится. Теплый брюнет и плотный прокрас, и дымка, возможно, холодным брюнетом. Либо, если у вас довольно-таки тяжелая рука, дымка тоже может выглядеть вполне себе прохладной. Волоски тоже теплый брюнет. Что еще? Но, не знаю, если бы здесь были брови как паутинки, то, что мы с вами обсуждали, или идеальная форма, тогда можно было бы и холодным брюнетом пройтись, дать дымку. Ким Кардашьян очень яркая, конечно, у нее прям чернючие, то есть темный брюнет. Если вот такие идеальные брови, просто нужна дымка, это обычный темный брюнет минерал, или это холодный брюнет для дымки гибрид. А если бы это были пучки, тогда теплый цвет. Если была бы толстая кожа, опять теплый цвет. Тоже вот прекрасная девушка с очень светлой, холодной кожей, очень контрастная. Забыла, как ее зовут. Кендалл Дженнер, по-моему, да. Естественно, здесь даже каштан бы не подошел, потому что очень яркие, насыщенные брови. При хорошей коже и хорошей форме бровей и расположении волосков нормальном, я бы взяла здесь темный брюнет минерал, темный холодный брюнет гибрид. А если бы это были пучки или толстая кожа, тогда я бы взяла теплый брюнет для плотного прокраса, потому что вы уйдете чуть-чуть глубже, чем хотели. И будет следующий слайд нам, и будет холоднее, чем вы планировали. То есть улавливаете, да? Мы плавно от светлых переходим к темным, и все это благодаря цвету кожи и цвету волос, потому что волосы становятся в какой-то момент краснее, теплее, то есть это вот этот блок каштановых шатенов, условно, людей. Потом становится все холоднее, начинается даже какой-то из синя-черный цвет на бровях, которому вообще не подходит теплый оттенок. Так, индонезийский фототип, 5. И тут, конечно, такое, знаете, вот вроде индонезийцы, вот я о чем говорила, но есть ужасно белокожие. То есть мне Дима недавно поставил задачу создать пэк пигментов под регион. И у нас спор был, и я повесила в чате опрос. И я абсолютно
также точно считаю, что нельзя говорить, что вот этот сет для Казахстана. Потому что я в Казахстане жила, и я знаю, что там есть потрясающие белокожие и потрясающие темнокожие казахи. То же самое Беларусь. Там есть всякие разные люди, поэтому также и индонезийские, но у них просто кожа по-другому реагирует. Она очень легко загорает и темнеет. И если человек прячется от солнца всю жизнь вообще там, то он может быть очень белокожим. Вот. Но тут уже идут, смотрите, очень темные волосы, но часто бывают светлые брови. Поэтому тут, в зависимости от пожеланий клиента, типа кожи и так далее, мы снова можем немножко откатиться назад и выбрать вплоть, вот смотрите, на этой прекрасной коже можно было бы даже русым работать, да, то есть в зависимости от запросов, от типа бровей, вот здесь как раз эти брови-паутинки, как я их называю, которые ничему не мешают, можно делать волоски, можно делать растушевку любой формы, они симметричные, впишутся в любую форму, поэтому здесь можно было работать бы и прозрачно-холодным русым, и прозрачно-каштаном, и прозрачно-брюнетом, ей бы все подошло. Тут главное запрос еще вашего клиента на яркость. Потом, если бы это была толстая кожа и пучки, то, соответственно, переходим в теплую палитру. Волоски теплым русым нет, не стала бы делать, потому что они желтили бы. То есть волоски я бы сделала только каштаном, теплым каштаном или теплым брюнетом, да, потому что подзаживут, станут красивее. И если бы это были пучки и толстая кожа, то я бы прокрашивала плотно теплым каштаном, теплым брюнетом, потому что эта кожа, эта внешность позволяет. Но опять надо смотреть на пожелания клиента. Так, едем дальше. Такая же ситуация, в принципе, как и у предыдущей, тоже белокожая. Вот давайте перейдем к смуглянке, да, такая желтая кожа, теплые волосы на самом деле. То есть, ну, русый оттенок сразу отметаем, то есть здесь только каштановые или брюнеты, как бы зависит от пожеланий. Еще корректоры мы не добавляем, то есть я не вижу вообще смысла добавлять корректоры на вот такой светлой коже, поэтому если вот такие рассеянные брови, как паутинка, когда нам надо создать красивую форму, я взяла бы так, на тонкой коже я взяла бы холодный каштан, на толстой коже я бы взяла теплый каштан или брюнет тоже. Самое на тонкой коже холодный брюнет, легкую дымку в один слой, на толстой кожи теплый брюнет, потому что он заживет чуть прохладней. На волоски то же самое. Теплый брюнет, теплый каштан. На плотную растушевку то же самое. Теплый брюнет, теплый каштан. Это если пучки, если толстая кожа. Дымку по периметру можно дать либо прохладным, либо если у вас, если легкая рука, то прохладным цветом. Если тяжелая рука, то также распылить теплые оттенки. Так, едем, выберу интересных. Так, вот это у нас очень яркая, но тоже достаточно белокожая. То есть здесь ничего кроме... Наверное, я бы первым делом выбрала брюнет. Но если у вас все-таки там ограниченная палитра или еще что-то, то это был бы брюнет. И я говорю и про минеральную линейку, и про гибридную линейку, потому что цвета, в общем, соотносятся, и они достаточно похожи, просто они немножко по-разному себя ведут. Я иногда забываю упоминать, что это вот минерал, это вот гибрид. Ну, понимаете, да? То есть, если это пучки, то теплый брюнет, чтобы плотно прокрасить. Если это прозрачная растушевка, то холодный брюнет, чтобы дать дымку. Если это волоски, то теплый брюнет. А если поднатужиться, то можно хорошей насыщенности и каштанами добиться в этом случае. Так, вот смуглянка чудесная, смотрите какая. То есть вот здесь уже даже, может быть, я бы добавляла корректор. Но надо смотреть. Можно, в принципе, может быть, и без него обойтись, потому что иногда вот эти фотографии, я просто каждый год уже много лет живу среди ланкийцев, и я их разглядываю, и цвета кож разглядываю. Очень разные оттенки, есть тоже очень холодные. Просто здесь, может, такая фотка, что подтеплила. То есть если прям... отдает некоторые, значит, такая сизо-коричневая сама уже кожа. Если очень холодные губы, то значит с корректором надо работать. Красно-коричневый корректор можно добавлять. Можно пару капель на 6 капель добавлять, либо пополам даже мешать. То есть, когда я говорю с корректором, на черных кожах это вообще всегда пополам. На таких кожах может хватить пару капель. То есть, ну, по оттенку я бы взяла, наверное, с большей вероятностью каштан, потому что все-таки у брюнета слишком большой потенциал
по насыщенности, чтобы вот сюда его использовать. И он ярче, и он может выглядеть холоднее, чем хотелось бы. Судя по всему, здесь кожа толстая. Если бы это были пучки, то это был бы очень плотно прокрашенный теплый каштан, либо, ну, теплый брюнет. Зависит, конечно, от пожеланий еще мастера, ой, клиента. А если это рассеянные брови, как паутинки, то я взяла бы, наверное, вот в этом случае я уже бы не брала холодный каштан, потому что кожа темная, кожа толстая, и даже если мне была бы нужна просто дымка, и брови равномерные, и мне не нужно пустое место закрашивать, то я взяла бы теплый каштан, но не добавляла бы в него корректор. То есть чувствуете, нюансы есть некоторые. Если плотный прокрас, то можно даже с корректором. Если прозрачный прокрас, то можно без корректора, потому что теплый цвет станет выглядеть прохладней. Так, ну это вот у нас такая прям яркая брюнетка. Прям так, это у нас какой был? Господи, уже бы не запутаться. Хотела покороче, как всегда, разболталась. Индонезийский, да, это у нас. Угу. Но здесь однозначно брюнет. Каштан бы здесь не справился, потому что очень рельефные волоски, прям видно это, и у них даже какая-то синева там уже отливается. То есть, если это толстая кожа, то плотно теплый брюнет. Если нужна дымка, вот такие брови прям конкретно, как здесь, и толстая кожа, то дымку можно дать аккуратно, легко холодным брюнетом, потому что вот знаете, здесь такой интересный случай. Толстая кожа, и нужна, допустим, дымка. И вы берете теплый брюнет, прокрашиваете, и появляется некая краснота, хотя здесь она вообще не нужна. Это холодный цветотип, холодные цвета идут, поэтому очень сильно много зависит от вашей руки. То есть, если заглубляетесь, то можете в этом случае взять теплый брюнет, потому что он будет выглядеть более холодным. Если не заглубляетесь, работаете поверхностно, то можно прозрачную дымку прекрасно дать холодным брюнетом. Если пучки, то берете теплый брюнет, работаете очень плотно. В некоторых случаях можно даже плотно работать и холодным брюнетом, может быть, чуть-чуть корректора добавить туда, но просто здесь уже появляется некая такая синева своих волосков. И темный брюнет, он немножко даже похож получается, когда им плотно, когда его уложить. Вот, поэтому, короче, зависит от ситуации. Ой, тут я много их накидала. Ну ладно, вот эта красотка у нас, Николь. Довольно смуглая, да, хотя наверняка бережется от солнца, пигментных пятен нету. В этом случае при пучках и толстой коже я взяла бы теплый брюнет. Для прозрачной работы на нормальной тонкой коже я взяла бы холодный брюнет. Для волосков я взяла бы теплый брюнет. То же самое про минералы. Абсолютно такая же логика выбора. Ой, и вот эта мамзель тоже, ну, то же самое, что и на предыдущей. Холодная очень, поэтому с опаской. Все то же самое, но, может быть, в брюнет я бы добавила даже корректор. Так, следующий фототип. Готовьте свои вопросы. У нас последний фототип, и мы будем закругляться. Это афроамериканский фототип. Очень широкий тоже, да. Афроамериканцы бывают разных оттенков кожи, разных тонов кожи. Поэтому сейчас мы пробежимся. Но тут, конечно... Ну, давайте вот со светленькой начнем. Смотрите, какая чудесная девушка. Тут мы говорим только про брюнеты и почти всегда с корректором. Например, на этой коже я бы не брала корректор. Было бы достаточно для плотной работы взять теплый брюнет, для прозрачной работы взять тоже теплый брюнет. Ну, либо если вы не заглубляетесь, то взять холодный брюнет, но, может быть, в него корректора пару капель добавить, потому что все-таки он насыщенней немного, чем теплый брюнет. Для волосков однозначно теплый брюнет. То есть, ну, корректор по минимуму, потому что достаточно светлая кожа. И я видела, когда была в Америке, девушек вот такого типа с татуировками, с татуажем, и у них удивительно неплохо выглядит цвет, то есть он не искажается в синий. Сколько я не разглядывала, я не видела синевы. Как ни странно, синеву в коже дают, вот, ну, во всяком случае, то, что я видела, светлые кожи. Вот, видимо, вот этот фильтр коричневый, когда накладывается на цвет, который вы внесли, он даже как-то меняет оттенок
в неплохую сторону. Так, вот здесь тоже однозначно только брюнет, но здесь я бы уже взяла корректор. Все-таки, во-первых, потому что очень яркие брови, да, и плотно прокрашивать. То есть, ну, 1 к 1 практически можно брюнет темный использовать с корректором, либо теплым брюнетом плотно-плотно. Ну, как бы корректор особо не добавлять. Вот знаете, мне что интересно? Я ни разу в жизни не работала с настолько черными кожами. То есть это какая-то аж, как говорит, эбеновое дерево, из синя черная кожа, она прям холодным отливает. Если бы я рисовала этот портрет, то я бы использовала много синего при подборе именно бликов, там вот этих вот объемов. Очень интересно, как выглядит. Если кто-то из вас работает с такими типами кож, пришлите мне свои работы, буду рада ими делиться с мастерами. Все-таки мы живем в регионе, где фиг найдешь такую прекрасную модель. Вот, короче, темный брюнет с корректором пополам, чтобы его просто хотя бы было видно. Есть вариант, что вашу работу вообще будет нифига не видно, потому что вот эти темные брови, они за счет рельефа видны на лице. Вот, однозначно плотный прокрас, ни о какой дымке тут речи нет. Ваша дымка темным брюнетом растворится, ее видно даже не будет. Поэтому только плотный прокрас и только с корректором. Волоски то же самое. Так, что тут еще? Ну, вот эту давайте еще возьмем. Смотрите, какой тоже интересный цвет лица, но чуть-чуть более все-таки светлый, чем у предыдущей девушки. И, ну, опять о каштане речи не идет, только брюнет с корректором при плотной работе. И теплым брюнетом прозрачно можно сделать дымку, если бы здесь вот не было такой пустоты в бровях. Вот конкретно в этом случае, кстати, у всех афроамериканцев она другая кожа вообще по структуре, они стареют красивее, чем мы, у них она более плотная, поэтому тут, наверное, о тонких кожах мы почти не говорим, потому что они все плотные, все толстые. Вот. И плотный прокрас теплым брюнетом, волоски тоже теплым брюнетом. Боже, какая красота! Ну что за красота-то? Хочется портреты рисовать сразу. Ну, здесь тоже темный брюнет с корректором. Иначе будет фиолетовато, скорее всего. Так, и у меня нету такого слайда, но в самом конце я вспомнила про искусственных блондинок, потому что часто про них задают вопросы. А как же быть с блондинками? То есть, ну, если это блондинка, которая себе брови обесцветила тоже, чтобы быть полностью блондинкой, то, да, подбирать под цвет волосков на бровях. Но чаще всего искусственные блондинки – это бывшие брюнетки, русые, там, средиземноморский этот тип, когда довольно яркие глаза и брови. Вот, поэтому тут мы делаем вид, что волос на голове нету, и подбираем цвет под волосы на бровях. Соответственно, вот здесь, например, если бы были пучки, здесь можно брюнетом работать. Если бы это были пучки, я бы работала либо плотно теплым каштаном с дымкой по периметру, опять напоминаю, да, либо холодным каштаном, либо если тяжелая рука, то тем же самым теплым. Либо если это равномерная дымка и хорошая нормальная кожа или тонкая, то тогда это мог бы быть холодный каштан. Точно так же, но как бы в меньшей концентрации можно использовать и брюнет в этом случае. Вот, но они все очень разные. Вот у нас Ким Кардашьян с черными бровями. Ну, понятно, да, что мы сразу относим ее опять к ее фототипу и работаем темными цветами только. Вот тут вот такой тоже пограничный. То есть мне кажется, что Скарлетт Йоханссон, она на самом деле вечно с разными цветами волос, но она что-то ближе к русым. Поэтому вот этот вот цвет, ну, либо холодный каштан для дымки, либо холодный русый для дымки, потому что кожа холодная, потому что кожа тонкая, либо это теплый каштан или даже теплый брюнет, может быть, потому что довольно темные волоски. Теплый русый бы не справился здесь с насыщенностью. Все-таки очень рельефные, яркие брови. Вот. И если толстая кожа, то теплые цвета для плотного прокраса. Надоели мне эти красотки. Надо было надергать обычных тетечек страшненьких, чтобы было приятно, потом спалось хорошо. А то насмотрелась на красоток, теперь буду мучиться. Так, переходим к вашим вопросам и будем закругляться. Ой,
Ой, накидали вопроса. Надо же на все ответить. Только вот, все нашла. Другого мастера. Так, если толстая кожа, волосы рыжие, кожа желтая. Так, желтая, толстая кожа, волосы рыжие. Но вы не написали, какого цвета брови, потому что иногда у рыжих бывают прям рыжие брови, и тогда шатен однозначно. А иногда у рыжих бывают, причем, во-первых, рыжие бывают искусственные. Если натуральный рыжий, тогда шатен 100%, там и брови будут рыжие. А иногда бывают те, кто из русых волос стали рыжими. И тогда можно выбирать теплый русый для плотной работы, если толстая кожа, или холодный даже русый. Потому что я не знаю, сейчас я залезу, если найду быстро. Там был у меня такой случай, когда была вот такая рыжая девушка. Или не было? Седых я пропустила. Как я могла? Не, это не тут было. Слушайте, давайте вернемся. Вот, хорошо, что я залезла в планшет. Короче, седые волосы, серые, холодные седые волосы. Есть разные у нас варианты, когда волосы уже посидели, а брови еще нормального цвета. Вот как здесь, например, да. Тогда мы подбираем под цвет бровей. То есть в этом случае я бы взяла для прозрачной работы холодный русый, безусловно, потому что в общем облик холодный. А если это была бы плотная работа или толстая кожа, или пучки, я бы взяла теплый русый для того, чтобы плотно работать, чтобы он потом выглядел чутка прозрачней. Тоже смотрите, какая интересная женщина с белейшими волосами, но брови все равно еще имеют цвет. Если бы они были, сейчас дойдем там, то можно было бы только холодными работать. То есть здесь можно было бы брови даже каштаном сделать, то есть плотный прокрас теплым каштаном при пучках и толстой коже, например, и холодным каштаном прозрачная дымка. Волоски тоже теплый каштан. Русый здесь не особо, потому что очень яркие глаза. Видимо, раньше эта женщина была брюнеткой. Вот. Теоретически здесь даже можно брюнетом поработать, потому что очень яркие глаза. И вот эта контрастность, несмотря на белые волосы, контрастность человека, она высокая, поэтому ее не испортит темный цвет бровей. То есть можно и брюнет использовать здесь для и плотного прокраса, и прозрачного прокраса. Тоже в соответствии с типом кож. Вот, смотрите, вот конкретно седые волосы с остатками пепельности какой-то, холодные, и холодные брови. То есть идеально подходит русый минерал, прям идеально. Идеально подходит холодный русый для прозрачной работы на тонкой коже. И если вдруг нужен плотный прокрас, тогда теплый русый, потому что заглубитесь немножко. Вот принцип примерно одинаковый. Вот здесь, например, смотрите, теплые брови и вполне гармонично бы смотрелись. Да? Нюансы есть. Видимо, это были теплые волосы и на голове раньше, но облик сменился с сединой. Платиновость вот эта некая пришла. Здесь прекрасно бы справился на волоски теплый русый, на прозрачную растушевку холодный русый, на плотную растушевку теплый русый, тоже с дымкой по периметру холодным русым. С каштаном бы я сюда не полезла, потому что светлая кожа, светлые губы, светлые глаза. Каштан уже будет немножко too much. Вот, хорошо, что я вспомнила про седых. Я молодец. Что такое рельефные? Я думаю, что это старый вопрос. Так, улавливаю. Да, все молодцы, пишите, что улавливаете. Очень рада. Я теперь просто буду, когда будут мне писать в чате, какой выбрать цвет, я просто буду скидывать. Надо самообразовываться. Нельзя же на каждого клиента спрашивать у коллег, какой выбрать цвет. Так, здравствуйте, будете ли вы делать минеральные пигменты приложения на телефон? Вы знаете, это боль моя. Мы очень много денег потратили. Прям вот, чтобы вы знали, разработка приложения – это очень дорого. И оно настолько как-то не популярно, не знаю. Короче, мы его отменили. Отмена приложения. Не будет приложения. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы снова начали в него вбухивать деньги. Короче, забудьте про приложение. Холодный брюнет такой есть или брюнет? Да, есть. Холодный брюнет и брюнет.
Или теплый. А, нет, да, я немножко заговорилась. Есть теплый брюнет и брюнет. А в гибридах, в минералах есть брюнет и темный брюнет. Просто, блин, одинаковые слова у меня уже реально скороговорка какая-то. Так, ваши разбавленные пигменты Light больше для волосков подходят или... Так, нет, Light вообще для волосков сложно подходит. Некоторые мастера балуются ими, но Light это разбавленная серия для новичков. Она разбавлена специальным разбавителем, чтобы ни в коем случае не потерялась густота пигмента. Вы совершите меньше ошибок, работая в серии Light. Но это скорее для растушевок, нежных таких прозрачных растушевок и для новичков, чтобы ошибки не совершались. Так, цветотип и фототип могут не соответствовать друг другу. Это просто разные вещи. Вот перед вами может стоять человек вот такого-то фототипа, и конкретно он же вот такого-то цветотипа. Потому что везде есть... они как бы, ну просто это разные совершенно вещи. Я же так долго сегодня об этом рассказывала. Так, все достаточно понятно. Объясните. Спасибо большое, что вот пишете об этом мне, потому что я боюсь усложнить, и я пытаюсь, наоборот, максимально упростить, а в итоге так много говорю, уже опять 2 часа говорю. Ну что такое? Не умею короткие вебинары вести. Так, про афрокожи мы пробежались. Крашеным блондинкам пробежалась. Я молодец. Мне, как новичку, не очень понятно на 100%, какие цвета в минералах теплые, а какие холодные. Короче, все, я точно решила. Будут теплые и холодные. Там будет написано теплый брюнет, холодный брюнет, теплый русый, холодный русый, теплый блондин, холодный блондин или темный блондин, не знаю. Ну, там будет точно понятно. Сейчас они достаточно нейтральные. Это была первая партия. Я смотрела на зажившие. Я совсем немножко изменю палитру, потому что сейчас мы ждем основное сырье наше европейское. Сами понимаете, как сейчас долго и тяжело идет добро. Полгода уже ждем, замучились. Поэтому да, вот скоро выйдет основная партия, в ней будет двойная линейка, тоже теплый и холодный каждый цвет. Все, и вы как новичок не ошибетесь. Просто понимая толщину кожи, глубину внесения, плотность прокраса и цвет кожи, вы уже будете абсолютно спокойно выбирать. Так. Теплые гибриды заживают у меня слишком теплыми, а чистый, холодный боюсь пока брать. Возможно, для перестраховки миксовать теплый и холодный, например, теплый русый и холодный. Конечно. Конечно, можно. Вы можете сначала половину влить, такие, нейтральными зажили. А мне надо, чтобы были прям холодные, допустим, русые оттенки. Тогда берете холодный. А если человек перед вами такой вот неяркий какой-то, то мешайте между собой, разбавляйте в конце концов, чтобы большей прозрачности добиться. Так, Елена, какой состав анестезии? Вы что, издеваетесь? Нет, мы только говорим сегодня про выбор цвета. Ладно. Я добрая. Лидокаин 10%, адреналин и фенистила сантиметр. Вот такой состав. Мешайте и пользуйтесь. Не благодарите. Все. Это был последний комментарий. Ссылки на какие-то нужные картинки, на амбассадоров, чтобы вы перешли и смотрели за их работами, ездили к ним учиться, потому что они, много выкладывают красивых работ, чтобы вы знали, как цвета должны выглядеть, и постоянно там все равно должны быть мастера-ориентиры, у которых там вот цвета прям такие, какие должны быть, чтобы вы смотрели и понимали. Переходите по этим ссылкам, подписывайтесь на них, обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что видите, сколько полезного. И я хочу в конце концов 100 тысяч, у меня осталось-то ерунда, 5000 людей. Приведите мне 5000 людей, я хочу серебряную кнопку. Всем спасибо, что вы сегодня со мной были. Запись эфира будет, не переживайте. Сейчас, как только я закончу, сразу запись можно смотреть, по-моему, да? Да. Все, всем спасибо. Покупайте наши пигменты, они самые лучшие, на мой взгляд, и на взгляд тысяч мастеров. Не дайте пропасть мне на Бали, потому что жрать там мне будет нечего, если вы не будете покупать наши пигменты. Я так много стараюсь, я такая молодец, всех учу. А ваша задача пользоваться нашими красками, потому что они лучшие, созданы в лучших условиях, и потому что у нас охеренный сервис. Вот взяла и плохое слово в конце сказала. Все, всем пока.